Значит, еще раз добрый день. Мы все куда-то стремимся, да, стремимся к чему-то, что-то узнать, что-то сделать, как-то себя обозначить в этом мире. И вот наши родители, наши деды, они тоже участвовали вот в таком колоссальном событии, которое называлось вот Вторая мировая война или Великая Отечественная война для нашей страны. Если говорить о войнах как таковых, то это всегда, как говорят, продолжение политики, только уже другими средствами. И всегда появляется желание решить это силовыми методами, свою политику. Навязать кому-то что-то, что другие люди не хотят делать. Вот. Ну и вот здесь поэтому хочется поговорить немножко о другом. О том, что можно противопоставить, да, вот тем агрессивным устремлениям, которые все равно в человечестве присутствуют. То есть вот ни один живой вид такими самоубийственными делами не занимается. Откуда берется вот это все, да, то есть, как бы, вот говорят, вот есть понятие «дух победы». Значит, это не только, как бы, вот событие, которое произошло, но это еще некая духовая составляющая, которая для нас важна, так как она проявилась вот в единении народа и преодолении колоссальных трудностей во имя этой победы. Но ведь был и другой дух, да, дух Марса, который привел вот к этой вот войне, да, который ее, можно сказать, создал, потому что это всегда некое противопостояние неких систем, да, получилось, а не просто как бы вот. Поэтому вот духовая компонента в этом плане, она весьма важна, да, то есть почему вот этот дух войны, он все-таки приводит вот к таким последствиям. Вот. И какой дух можно создать другой, который бы вытеснял вот этот дух агрессии, дух войны, чтобы нам уже победа это уже все-таки преодоление чего-то, да, так, а так, чтобы и вообще не было шансов и возникнуть подобным вещам, связанным с войной. В этом плане есть вот понятие миротворец, да, то есть тот, кто, с одной стороны, ратует за мир, да, то есть чтобы мир был во всем мире, который пытается этот мир соблюдать. Вот, например, там война была с Карабахом. Карабахе, да, сейчас вот там российские миротворцы пытаются разделить вот эти противоборствующие стороны, которые почему-то столько много лет не могут договориться о том, как им вместе можно жить. То есть одно мнение, есть другое мнение, да, то есть как бы их не могут создать, не могут соединить вместе, не могут на их базе сформировать что-то, чтобы могло привести к мирной жизни. Но понятие миротворец, оно немножко шире, да, то есть оно имеет еще и другие значения. Тот, кто может творить миры, да, то есть у нас вот есть наш мир, но есть же какие-то еще другие миры, в которых могут тоже быть люди и так далее. Ну, теория Виета, например, это допускает, что кроме нашей реальности существуют и другие реальности, в которых также могут жить люди, в которых также они могут дружить, любить, радовать друг друга, но могут также и вот проявлять агрессию. Поэтому, если мы говорим о миротворчестве, как о некой возможности проявить себя, формирование миров другого класса, да, где бы не было вот войн, не было бы возможности подавлять одних людей другими людьми, то вот в этом миротворческом плане можно как раз начинать с формирования духа миротворца, который бы позволил нам проявлять вот эти миротворческие качества не только вот локально, где мы там живем, и где-то вот пытаться наладить какие-то отношения, а более глобально. Чтобы у нас, например, та система Бионета, которой мы взаимодействуем, она могла бы выступить уже в роли такого глобального э, миротворца, который бы позволил
усилить вот эти миротворческие качества и их объединить, ну, или как, отобразить на других людей, которые бы тоже могли стать миротворцами, также творить миры и быть созидателями, а не разрушителями. Потому что это, конечно, иллюзия на самом деле, что война может что-то решить в плане того, что мы пойдем, у кого-то там что-то отберем, теперь это будет наше. А их мы всех поубиваем, потому что они не так живут. Они не хотят жить так, как мы хотим. Это происходит как бы от незрелости вот, восприятия человека, что он допускает такую возможность, потому что, опять же, себя вы видите как некое ограничение. Как вот он такой локальный, здесь с ним ничего нельзя как-то чего-то сделать из той ситуации, в которой он находится. Если он сам не может, тогда вот давайте мы тогда пойдем их порешаем силовыми методами. Вот. В этом плане тогда миротворческая позиция заключается в том, что мы говорим о неком конструктивизме, связанном с решением задач совершенно другими методами. Да, то есть методами объединения. Но объединение за счет чего мы можем объединяться? Да, то есть за счет, опять же, того, что у нас есть система световая, которая нас в состоянии соединять друг с другом и с миром в целом. И с мирами другими тоже. Это мы уже доказывали друг другу, показывали. И у нас есть такая возможность, ну, если кому-то интересно, может он вернуться к тем нашим вебинарам, где это мы делали, да, то есть различные упражнения, показывающие, что есть связь между людьми, то есть ее можно на расстоянии, на любом расстоянии мы можем обеспечивать взаимодействие. И вот эти взаимодействия мы можем усиливать за счет того, что мы можем создавать некие новые качества. Ну, а возвращаясь вот к теме, которая у нас все-таки заявлена, да, то есть это удача, успех и воплощение, и применение светлиц, каких, о которых мы тут уже столько времени говорим. Это светлица энергия времени, новая светлица, да, система блага, карточки, да, и система золотая рыбка, как система материализации. Что-то перекрывает у меня виртуальный фон, золотую рыбку. Так вот, если мы хотим усиливать свои миротворческие позиции, то это мы можем делать за счет чего? За счет увеличения в этом мире как раз духа миротворца. И он нам нужен также для того, чтобы мы могли вот применять вот эти вот структуры и в своей жизни. Сегодня. Так. В своей жизни. Потому что мы живем в этом мире, да, то есть реагируем на эти изменения и что-то пытаемся в этот мир привнести, как-то в нем устроиться. Опять же, чтобы жить в мире с этим миром, и было нам во благо нам и во благо миру то, что мы делаем. Поэтому вот важно себя согласовать с миром таким образом, чтобы у нас вот эти вот системные согласования не противоречили миру, чтобы мы могли с этим миром не конфликтовать, а жить дружно. Поэтому мы говорим, да, прежде чем браться за глобальные дела, давайте начнем с себя. Попробуем в себе разобраться, что нам дает возможность проявлять себя как более значимые личности, чем то, что мы как бы делаем обычно. Ну, помню, Борис Евгеньевич как-то говорил, если вы, говорит, вы знали, кем вы являетесь, вы к себе так не относились. Я как-то долго размышлял над этой его фразой, потом никак не мог понять, что он имел в виду. Потом постепенно, когда он стал разбираться с этими световыми технологиями, понял, что человек, он не локален, он глобален. Да, то есть, как бы, вот это, но эта глобальность, ее надо учиться проявлять, потому что нас все время с самого детства учили, что мы вот такие маленькие, от нас ничего не зависит, мы такие винтики в общем механизме. Вот. И даже вот Владимир Ильич Ленин о роли личности в истории писал, что, в общем-то,
важны обстоятельства, а там личность уже сама как-то пробьется, та, которая в этот момент наиболее подходящая для этой исторической ситуации. Не будет одной, будет другая. Вот. Но мы говорим, да, что у нас есть какие-то определенные качества, которые мы хотим использовать. Поэтому вот если мы говорим о времени удачи, да, то есть и о времени, которое у нас может появиться как что-то новое, которого ничего никогда не было, да, то есть как бы, то мы фактически здесь выступаем в роли демиургов времени, то есть или в роли создателей времени. Опять же, почему это возможно? Потому что мы излучатели, да, то есть мы излучаем энергию времени, на самом деле мы все излучаем. То есть и карточка энергии времени, она для нас является как бы инструментом, который позволяет оптимально это делать. С меньшими затратами, меньше отвлекаясь туда-сюда, создавать что-то новое в этой жизни. Опять же, время удачи. То есть когда ничего не предвещало, и вдруг раз, и вот она, удача, произошла. И принесла нам определенный доход. Потому что мы тогда можем с помощью этого дохода дойти до чего-нибудь, до следующего рубежа, добежать, там новый доход. Это как бы идем как настоящие доходяги, переходя от одной ситуации к другой, от одного события к другому, но стараясь, опять же, попадать в нужное событие, в нужное время, что нам способствует система светлица блага. Да, то есть, ну вот когда мы попали в нужное время, в нужное место, вот тот зародыш, который мы сформировали как некое зернышко удачи, он может прорасти в данном событиях, да, то есть и для его проращивания, для того, чтобы материализовать то, что в нем заложено в этой структуре, которую мы сделали, нам нужна уже вот структура золотой рыбки, которая нам помогает уже воплощении, да, то есть как бы воплотить вот эту многомерную структуру в неком вот трехмерном каком-то событии, объекте и так далее. Да, то есть чтобы у нас по всем трем координатам получилось то, что нам нужно. Вот. Ну и мы вот тут брали такой инструмент, который для нас очень важен, да, то есть мы как бы пытались себя отождествить вот с какими-то персонажами, героями сказок и так далее. То есть, и вот этим занимались в последнее время. Почему нам это важно? Ну, потому что нам важно, кроме всего прочего, развивать фантазийность. Потому что если мы не можем сфантазировать вот этот мир, в котором мы должны оказаться, ну, у нас получается, что мы зацикливаемся в тех событиях, которые есть, и мы не можем выйти за их рамки. Мы не можем представить, что что-то может быть еще, кроме того, что вот мы только наблюдаем как некий мир. Ну и вот у нас получилось 3 занятия, да, то есть в которых мы работаем с 3 изделиями. У нас получается уже 3 на 3, это уже 9, да, то есть это очень похоже на матрицу развития, о которой мы говорили, когда мы рассматриваем тело, душу, разум в качестве инструментария для того, чтобы строить вот эти миры, строить новые качества и создавать возможность для взаимодействия со временем. Почему? Потому что у нас есть ось координат, время, да, прошлое, настоящее, будущее. Мы в этом времени как бы двигаемся куда? Из прошлого в будущее мы двигаемся? Или это время движется из будущего в прошлое? Ну, как бы поток есть вот есть поток времени, да, то есть как бы мы идем против времени, и поток в нас этот времени входит, и тогда вот мы куда-то начинаем двигаться. Но мы же можем двигаться на самом деле против потока, можем по потоке двигаться. Если мы двигаемся в потоке времени, да, то есть тогда время нас само несет туда, куда нам надо, и мы можем как бы так легко выгребать. А если мы движемся против потока, то мы преодолеваем некое сопротивление. Поэтому вот иногда мы наблюдаем такую ситуацию, когда мы куда-нибудь идем, долго-долго куда-то вот проходим, пытаемся что-то сделать, и это нас занимает очень много времени, а обратный путь почему-то занимает очень мало времени. Раз и все. Или вот если мы занимаемся интересным делом каким-то, мы все в этом деле погружены, мы тоже не замечаем, как время пролетает. То есть у нас получается, что мы быстро время для нас схлопывается, потому что мы
нас поток этот куда-то несет уже. Этот поток, как говорил вот один из авторов книги одной, что счастье – это поток. Поэтому мы можем, вот если поймаем этот поток, вот этот поток нас несет, и мы счастливы, потому что у нас все складывается, все получается. Мы не противодействуем этому миру, мы не сопротивляемся его. Но в этом мире, в этом потоке мы можем его дополнять, да? Создавать что-то новое, встраивая в этот поток свое участие, что мы не просто как бы пассивны в этом потоке, да, то есть, а мы еще привносим в этот поток. Мы можем еще в нем, ну, грести, например, и ускоряться, да, или еще что-то вот встраивать. Если мы являемся творцами времени, мы излучаем это живое время, это живое время помогает в этом потоке формировать новые живые объекты, новые структуры, то тем самым мы становимся творцами или сотворцами вот той реальности, в которой мы находимся. И может быть не только той реальности, может быть еще и каких-то других, если мы говорим о параллельных мирах, там, модели Эверетта или модели, которые нам предлагает теория физических структур. Да, то есть, ну, как бы, если мы опять эту аналогию рассмотрим компьютера и нашего мира, да, то есть процессор, в котором работают программы, есть монитор, на котором это отображается, поэтому мир структуры – это процессор, который управляет, есть монитор, как вот наша реальность. Но мы знаем, что можно от процессора передать информацию на разные мониторы, и на них будут там, допустим, похожие картинки, чем-то отличаются, но немножко похожие, как разные сюжетные линии. Внося, добавляя как бы свое время жизни, живое, вот в жизнь времени, мы тем самым создаем условия для проявления, опять же, новых живых объектов. То есть они создаются природой непрерывно. То есть она непрерывно занимается строительством вот этих вот новых. Но это есть природный механизм, который заложен в формулу жизни. И природа его воспроизводит за счет чего, опять же? За счет того, что у каждого объекта, живого, любого живого организма есть вот эта вот световая система. И они, когда взаимодействуют, то они фактически неким случайным образом, определенным перебором, набирают определенное качество. Да? То есть, набрав это определенное качество, оно во времени записывается и уже может использоваться как некая заготовка для формирования уже каких-то других объектов. Да? То есть, поэтому вот эта эволюция у нас идет все время, идет усложнение, усложнение, усложнение. Но это вот процессы, которые занимают там миллионы лет, например. А человек, как наиболее такая продвинутая система, может существенно ускорить этот процесс эволюции и начать создавать новое прямо при своей собственной жизни путем в ускоренном порядке. Поэтому, когда мы создаем что-то новое, мы всегда этому вклад во времени жизни. И поэтому мы можем, вот если мы новое это создаем, мы можем в это добавлять в свою жизнь время жизни. Да, то есть вот мне тут прислал один из Сингапура товарищ такой отзыв небольшой, краткий, как бы совершенно буквально двух фраз, говорит, ну, он уже несколько лет пользуется нашими изделиями, говорит, его знакомые стали отмечать, что он стал моложе выглядеть. Поэтому, говорит, да, рекомендую всем регулярно смотреться в зеркало Исиды. Потому что, когда мы взаимодействуем с самим собой, выправляем свою структуру, мы фактически взаимодействуем с потоками времени на больших временных промежутках, и можем вот вносить новое время в себя и тем самым вот восстанавливать свои структуры времени и тем самым омолаживаться. Ну, у нас вот для омоложения есть еще и другие. Там золотая маска, есть еще тут одна структура, которую мы, может быть, скоро выставим. Поэтому это как бы один из аспектов, о которых мы будем говорить. Но вот по поводу фантазийности все-таки хочется сказать, что вот для того, чтобы миры строить, надо иметь фантазию. Вот если взять фантастические произведения, ну, хорошие, классические, да, то есть там видно, что выстраивается не просто какая-то берется некая атрибутика фантастическая, а выстраивается целый мир вокруг этого. Да, то есть вот фантасты, они как бы вот тренируют свое воображение таким образом, чтобы можно вот такие фантастические миры делать. И это очень здорово, потому что это нам позволяет открывать какие-то новые взгляды на мир и стимулирует вот
научно-технический прогресс, создавая что-то новое. Все думают, что это нельзя сделать, а кто-то пришел. А кому отдать благо, которое у тебя есть? Ну, Нет, кому они необходимы, а как нет, об этом узнать? тогда нет. Тогда я думаю, что у нее должны быть еще в этом мире развиты качества как бы связи, да, то есть потому что иначе как ты вообще узнаешь, кому что надо? Значит, ты должен это или почувствовать, да, то есть как бы понять. То есть если это мы делаем не аппаратным способом, то есть без баз данных и без этих, тогда должно быть еще наработано некие чувства у этих вот объектов, которые в этом мире живут, которые бы позволили найти все-таки, кому это надо дать, и тогда это и давать, а не просто так. Потому что Ну, да. идеальная любовь это какая, да, то есть когда ты не можешь отказать никому. Правильно? Ну, Ну, ну да. все, кто не попросит, они все получат. Ну, Богородичная любовь, она же такая. Ведь Богородица, она не выбирает. Она же, Не выбирают, да. Он любит у всех. нее же абсолютная любовь, то есть она любит всех. Правильно? Да. Ну и здесь тогда, значит, это мир богородичной любви. То есть все как бы должны иметь возможность ее проявлять с одной стороны, а с другой стороны они могут, ну, как бы чувствовать, кому это надо. Ну, да. Ну вот, то есть вот мы как нашли такой мир богородичной любви. Замечательно. Так, значит, ну вот у нас, смотрите, мы сейчас нафантазировали, как бы, с одной стороны, мы нафантазировали с этих героев, с другой стороны, как бы, некие миры, в которых они живут. Да, то есть давайте попробуем все-таки погружение сделать в эти миры, да, то есть у каждого свой мир получился. Там, ну, кто не выступал, как бы, тем не менее, они могут это сделать самостоятельно, придумать этот мир. Но иногда бывает, что мир трудно описать, он как бы не, ну, там же другие чувства нужны. Ну, вот как вот этот дельфин, он попал туда, да, то есть как бы в тот мир, а там он другой. У него другое тело, у него другая система восприятия, да, то есть как бы вот конь, например, да, видите, он прозрачный. Он прозрачный, поэтому у него совсем другая система восприятия, потому что у него проходят какие-то лучи, проходят, и в нем практически не задерживаются. Значит, у него вот если человек становится человеком-невидимкой, то он становится и слепым сразу, потому что у него, ну, как бы, свет-то прошел сквозь него, а у нас же глаза основаны на чем? На том, что свет поглощался. Если свет поглотился, мы это воспринимаем. Поэтому представьте себе, что прозрачная какая-то сущность, у нее, получается, она слепнет в чем-то, да? Ну, значит, она может в каком-то другом диапазоне начать воспринимать этот мир, да, то есть каких-то других лучах, где он непрозрачный, например, да, то есть, например, он может нейтринный какой-то, он может нейтрино ловит, и они для него как бы сформируют, ну, как вот дельфин, он же может там без глаз, он ультразвуком может сканировать, то есть как бы, а если, представляете, стая дельфинов, и они как бы дают импульсы каждый, они уже фактически такого в виде эхолота, такого как телескопа, который может очень исследовать очень мелкие объекты. То есть, ну, то есть вот люди делают, например, там микроскоп надо, да, то есть надо посмотреть, из чего там устроено вот что-то, да, и создали вот большую такую штуку, которая называется электронный микроскоп. Он пучком электронов просвечивает, и маленькие детальки какие-то видит. Но при этом, на самом деле, то есть вот, на электронном микроскопе надо специально подготавливать пробы там, и так далее. Фактически мы разрушаем тот материал, который мы изучаем, и мы его не видим. А вот если бы можно было создать такой за счет разрешающей способности, да, такой микроскоп, когда из множества как бы, источников мы формируем определенную систему, которая бы могла за счет повышения разрешающей способности от коллективного взаимодействия, как коллективная антенна, разглядывать что-то. Поэтому та же стая дельфинов, например, может в море, например, заниматься изучением этого мира, не используя, например, эти вот наши инструменты. Да? То есть, и вот в этот дельфин, который вот у нас Наташа Григорьева показывала нам, этот дельфин, например, может вот
попадая в разные среды, создавать условия для того, чтобы коллективно налаживать отношения и получать информацию там не только через себя, да, то есть от мира в целом. Ну, как вот в том же фильме «Аватар», там же они как бы вот это дерево Эйви, оно связано было с каждым живым существом, в принципе, да, то есть и фактически охватывало всю планету в целом. Вот. Что давайте мы сейчас еще попробуем завершить наше, попробуем в образ этот погрузиться. То есть мы сейчас опять попробуем сделать погружение через вот этот образ. Мы с ним провзаимодействовали, как бы вот взяли этого нашего вот персонажа, да, с ним, в него как бы входим, с этим вот фантастическим миром, и через него попытаемся в этом мире посмотреть, как этот мир выглядит, как мы его воспринимаем, да, как двигаться в этом мире, да, то есть какие движения могут быть, как, допустим, потоки энергии там распределяются, как там ресурсы распределяются в этом мире, как мы с ним можем взаимодействовать и так далее. Да? То есть как бы вот в таком виде. То есть мы тогда сейчас что сделаем? Опять включим музыку и попробуем подвигаться. В этом вот погружении того мира, в котором мы есть. Но при этом не забываем, что у нас есть еще множество миров, вот как бы вот, которые здесь тоже представлены. Да? То есть и мы можем наладить контакт с другим миром. Да? То есть попробовать соединить вот свой мир с миром кого-нибудь другого. То есть вот как бы мы видим, что там есть вот, как бы вот окошечко, мы с ним можем взаимодействовать. С одним окошечком два мира соединили, с другим и так далее. То есть и как бы мы вот в этих, двигаясь вот в этом потоке, пытаемся соединять разные миры, некую единую такую сеть миров. Понятно, да? Ну, давайте, сейчас мы это попробуем сделать. И взял и придумал. Поэтому будем учиться фантазировать. Потому что без фантазии нам дальше никуда. Надо пока попасть в поток. Ну, надо параллельно все делать. И стремиться попасть туда, да, то есть, как бы, ну попали в поток. Вот у вас есть время, вот вы можете его создавать. Дальше-то что? Надо же учиться конструкторской деятельности, как создавать, что делать, для чего, какой, да, то есть, поэтому есть разные приемы фантазирования, и мы о них будем говорить, но, наверное, может быть, вот под это дело я все грожусь, курс сделать отдельный для информационного конструирования, для создания новых структур, обучать этому. Но, вероятно, мы к этому скоро придем. Потому что в рамках вот данных вебинаров мы не можем углубиться как бы, вот в вопросы, например, какие приемы есть фантазирования. Да? То есть они алгоритмизированы. Вот я упоминал там систему ТРИС, там Альтшулер, например, их уже отранжировал. Их можно применять. И это достаточно эффективно. Вот. Ну, какие приемы там самые простые? То есть уменьшить, увеличить, да, то есть как бы изменить агрегатное состояние, да, то есть во времени, направить в прошлое, направить в будущее и так далее. То есть это методы, которые позволяют решать там изобретательские задачи. Но это задачи можно решать не только изобретательские, можно решать бытовые задачи с помощью этих технологий. Да, то есть, но все равно есть всегда потребность применять вот эти все игровые ситуации для того, чтобы мы могли сформировать вот это вот новое время для проявления нового мира. Потому что если у нас есть световая система, с помощью которой мы можем взаимодействовать, но надо эту систему развивать. Развивать это качество, потому что тогда человек начинает понимать и чувствовать других людей, и он не станет проявлять по отношению к другому агрессию, если он понимает, что это же агрессия к нему же вернется. Но это его собственная агрессия, а не созданная, допустим, другим человеком. Потому что если человек направляет куда-то агрессию, она к нему возвращается, он думает, о, ко мне плохо относятся. Но ведь на самом деле, что первично, а что вторично, да? Что было сначала, яйцо или курица? Вот, как говорит армянское радио, сначала раньше все было, но теперь вот все меняется.
потому что мы сами можем создавать и яйца, и куриц, но только каких-то других, например, да, то есть как бы создавая новую жизнь. Вот попробуем сегодня у нас таким вот миротворческой деятельностью позаниматься. Почему? Ну, потому что когда мы говорим, например, о деньгах, мы говорим, что нам надо больше, да, то есть как бы, то опять же вопрос для чего возникает? Просто куда-то сложить или можно для этого как-то использовать? Поэтому давайте фантазировать будем. Вот опять же мы, ну давайте попробуем все-таки на вопросы ответим. Было бы интересно научиться. Но мы на самом деле этому учимся. Я работаю так сначала. Структура, которая формирует состояние, состояние формирует поток, поток направленное движение к цели. Да. Ну, я говорю, это вот как бы общие слова, все это правильно, да, но конкретно. А что надо делать? Ясно? Значит, структура формирует состояние. Какое состояние? Да, то есть, что должно быть сформировано? Куда поток нас должен двигать и так далее. То есть, как мы должны развить свою чувствительность таким образом, чтобы она нам помогала. Потому что вопрос чувствительности, он очень важен. Почему мы попадаем в те или иные ситуации, когда у нас вдруг что-то начинает ломаться? Ну, потому что наша структура времени вдруг претерпела некие изменения, и она сломалась. Почему мы этого не заметили? Потому что у нас есть порог восприятия. Вот этот порог, мы, например, его можем, вот если ниже этого порога, мы не воспринимаем изменения, которые с нами происходят, да, то есть как бы вот больше воспринимаем. Но ведь они могут быть растянуты во времени, потому что мы, если вот за вот такое время мы вот это получили приращение, мы его не замечаем. Если бы больше было за это же время, мы бы увидели, да, то есть как бы, ну вот оно и поменялось. Вот за вот это время у нас мы получили вот такое приращение. Мы его не заметили. Следующий отрезок. На следующем отрезке мы получили еще такое приращение. Уже вроде бы мы вышли за пределы вот этого нашего восприятия. Да, то есть как бы, но так как это опять прошло некое время, которое мы, ну, это изменение, оно как бы, ну, как некая производная получается от этого времени, то мы опять его не замечаем. И постепенно вот эти изменения накапливаются, потом бабах, что-то сломалось. Да, то есть как бы, или там вирус внедрился, или еще что-то такое. То есть как бы наша система не справилась с вот тем потоком, который к нам пришел. Потому что поток, он разный. Да, то есть он не обязательно может быть для нас хорош с точки зрения чего? С точки зрения того, что мы, если у нас связанность слабая с миром, да, то есть как бы, то поток может нас несет, а мы не чувствуем, куда он нас несет. Ну, вынес куда-то там на рифы там, или на камни. То есть мы не чувствуем, как нам в этом потоке двигаться. Поэтому светлицы – это инструмент, который, с одной стороны, повышает чувствительность человека и дает возможность более эффективно в этом потоке взаимодействовать с ним, а с другой стороны, повышает мерность. Тогда мы можем уже, наши действия становятся не плоскими, да, то есть объемными, например, ну, относительно, например, как изменение мерности. То мы как бы были, воплощение у нас было, да, мы говорим, воплотились, воплоти, плоть у нас такая вот есть. Ну, с одной стороны. С другой стороны, некое воплощение, как отображение плоскости. Да, то есть, как бы, а если мы можем мерность увеличить, у нас как бы еще одна координата появляется во времени, например. Да, то есть у нас не поле событий уже, а объем событий, в которых мы находимся. То тогда в этом объеме событий там вариативность существенно возрастает. Поэтому изменение, например, на 10 единиц по одной координате, по другой, по третьей, даст уже нам 1000 приращения, если мы рассматриваем этот объем. А если как бы только в плоскости, ну это только 100. Светлицы, Сергей спрашивает, которые мы носим, нужно ощущать, чувствовать, сосредотачиваться на структурах. Да, внимание, если мы обращаем внимание на светлицы, на их, мы можем хотя бы, не обязательно, если даже мы чувствуем, то есть, но своим вниманием мы их усиливаем. То есть, да, у них есть возможность работать без нашего внимания. То есть есть масса экспериментов, показывающих на разных системах, что происходит изменения благоприятные в этих системах. Мы и на бактериях пробовали, на лабораторных животных, на автомобилях. Видим, да, это достаточно сильные изменения могут быть.
Но когда человек своим вниманием усиливает вот это взаимодействие со структурой, то тогда превращение может быть уже, там, мы говорим, не в 10 раз, допустим, как у нас там мы получили на лейкоцитах, да, то есть, а уже там в 1000, 10 тысяч раз улучшение по отношению, допустим, к тому, что могло бы быть. Поэтому, если мы хотим эффективно использовать себя в этом мире, да, то есть, надо развивать в себе вот это вот творческую компоненту. Есть методы, да, то есть для этого развития. То есть, кому интересно, могу дать литературу потом. Ну, можно начать вот с ТРИЗа. То есть, есть много разных методик, как бы Вальштулер создал, потом появилось множество учеников, каждый создал какие-то свои собственные методики. Ну, можно брать любую, для начала начинать ее изучать. Вот. Но как мы это используем здесь? Мы говорим о том, что почему нужно фантазировать. Потому что когда вы что-то сфантазировали, вы тем самым уже сформировали определенную структуру. То есть если этого не было никогда, никто этого еще не придумал, это просто пока фантазия вроде бы. Но как структура это уже проявилось, потому что оно уже у вас как мысль появилась, да, то есть оно у вас разум. Если вы это можете прочувствовать и применить потом в своей жизни, да, то есть эту структуру, то тогда вы уже становитесь вот миротворцем, потому что вы уже создали некий дополнительный мир в этом мире. И тогда мы можем за счет миротворческой вот такой деятельности вытеснять, да, из этого мира агрессию, злобу, страх там и так далее. То есть как бы создавая вокруг себя вот такое вот чистое световое пространство, в котором это уже начинает проявляться все меньше и меньше. Вот. Поэтому мы сегодня поговорим тоже с точки зрения, как создавать миры. Ну вот часто во сне, да, то есть мы попадаем в какие-то миры, которые, ну, совершенно фантастические ситуации вдруг там возникают, и потом просыпаешься, думаю, даже не воспроизвести не можешь. Что-то там такое творилось, такое интересное и так далее, но вот рассказать даже невозможно. А бывают такие, как будто бы в реальности. Вот ты делаешь что-то. Я помню, у меня, когда занимались отработкой, ну, вот эту повязку очевидно делали и так далее. То есть, как бы, у меня несколько раз повторялся один и тот же сон, что я надеваю повязку и вижу сквозь нее все. Я думаю, ну класс, как бы, это же тот самый режим, который как бы мы отрабатывали неоднократно на семинарах. Вот. И я начинаю как бы всем рассказывать, показывать, смотрите, вот как здорово, да, то есть как бы потом потом я просыпаюсь, думаю, вот жалко, да, то есть как бы, а ну-ка попробую. Надеваю, вот, и я опять вижу все, как бы в повязке. Вот, опять я начинаю всем рассказывать и показывать. Потом оказывается, что это был опять сон, я опять просыпаюсь. И опять начинаю показывать, как я вижу. То есть вот такой сон, как бы вложен один в один, у меня повторялся несколько раз, как бы, ну, как бы вот, как вот в фильме, который был как раз вот про таких сноходцев, которые вот создавали сны для других, чтобы люди могли уже в реальности что-то сделать, какие-то ситуации, потому что им это уже что-то приснилось, и они тогда начинают в реальности совершенно по-другому себя вести. Поэтому мы, фантазия, это как некий такой сон, который мы сами же себе придумали, и сами же себе начинаем с ним работать. Но мы тем самым проявляем некую структуру, да, то есть мы вроде бы нафантазировали, но если мы эту фантазию делаем в потоке, то есть мы научились вот этот поток и начинаем фантазировать в этом потоке, то тогда мы начинаем в этом потоке проявлять структуру, связанную с чем? Мы же не просто так фантазируем, мы сначала поставили задачу, цель, да, то есть ради чего мы это делаем. И тогда, проявляя вот эту структуру, мы начинаем изменять реальность, да, то есть переносить что-то, как новый мир, в эту реальность в виде чего? Некого зернышка, которое дальше может прорасти. Поэтому вот к этому новому, что может прорасти, надо очень еще потом трепетно относиться и нежно. Тогда у нас, если мы к этому нежно относимся, то у нас денежность от этого растет. А если у нас нежности нет к этому миру, мы не можем вот так вот к нему относиться, то у нас получается, что все время чего-то не хватает, какого-то ресурса.
Откуда ресурс возьмется? Да, опять же, тот, который мы сами можем видеть. Ведь у нас же есть этот ресурс собственный, да, то есть откуда он взялся? Потому что вот есть папа и мама, которым мы бесконечно благодарны должны быть за то, что они нам его сделали. Да, они, может быть, это у них автоматически получилось, но это не умаляет их достоинства. Если бы не они, то нас бы здесь не было. Да, то есть кто-то был бы другой, в другом теле, в другом дух был бы там и так далее. Поэтому здесь вот вопросы материализации, они на самом деле вот имеет смысл начать с пересмотра отношений к своим родителям. Ну и к родственникам, да, то есть, потому что это тоже некая материальная часть, которая нас окружает. Поэтому вы обратите внимание, опять же, на них и посмотрите, где вы можете выразить свою благодарность, где вы можете кого-то попросить у кого-то прощения, кого-то усилить какую-то любовь, проявить нежность, нежные чувства, нежные свои состояния. То, что мы часто на автомате много чего делаем и не обращаем на них внимания. Ну, то есть, что мы будем сегодня фантазировать? Мы опять же вернемся вот к этой теме, которую мы продолжаем, что у нас есть некие игрушки, да, то есть, которыми мы себя отождествляем. Поэтому говорят, ты кто? Да, то есть, как бы, ну, стандартная фраза «конь в пальто». Вот, например, да, ведь вот он, конь в пальто. Поэтому можно всегда на это сказать. Но можно, посмотрев фильм «Аватар», увидеть, что там есть другие персонажи, например, и сказать, что на вопрос «ты кто?» сказать, да, вот тут даже в нем написано, видите, вот, конь в пальто. Мы можем сказать Туруп Макто, например, да, то есть как бы, там другая реальность, вот в «Аватаре», да, то есть как бы художники создали другой мир, в котором как бы другие есть отношения. И когда грубый мир вот этой вот реальности земной туда пытается внедриться, назрел конфликт. Да, там опять началась что? Война. Почему? Потому что этот мир, который туда внедряется, он не слышит того. Да, и приходится его выдавливать. Да, то есть вот там как бы ну просто прямой конфликт. Но ведь можно же по-другому, да, то есть как бы можно было бы попытаться воздействовать также на расстоянии, если была бы возможность связи. А у них там связь через волосы была, помните, там соединили косичками там. Но у нас есть световые волосы, у нас вот их навалом. Мы можем вот эту вот свою световую часть распространять на очень далеко. Она от нас разлетается со скоростью 300 тысяч километров в секунду, со скоростью света. Поэтому вот пока мы тут разговариваем, сколько раз этот свет вокруг Земли может обернуться и опять к нам вернуться. Но мощность, да, маленькая мощность. Ну что тогда мы можем применить? Сетевой эффект. Вот у нас есть структура Bionet. Она у нас сейчас тоже присоединена к этому каналу, и многие из вас тоже к ней присоединились, к этой структуре, через наш сайт Инфоинститут. Что это дает система? Это дает система, с одной стороны, существенное повышение чувствительности за счет того, что мы начинаем мир воспринимать не только через свои собственные каналы восприятия, а через сетевые каналы, которые есть у других людей. Да? То есть информация может идти через них, и мы тогда получаем гораздо более широкую информацию. То есть мы тогда можем повысить что? Разрешающую способность свою способность воспринять что-то, что лежит за пределами нашего восприятия. Ну, это как расширение интуиции. Здравствуйте. Я провел эксперимент тоже вот, месяц, где-то отключил Bionet вот, в качестве эксперимента. Ну, в течение месяца я практически ничего не заметил. Разницы никакой не было. Но вот когда включил его обратно, вот я почувствовал ощущение, что внутри что-то успокоилось. Оно раньше, видимо, это состояние напряжения росло, но не было так заметным. А когда я его включил опять, на включении вот эта перемена изменилась вовнутри. И сразу почувствовал, что что-то внутри успокоилось. Как бы я скептически к этому не относился, но структура действительно работает. Вот. И исследования, замеры, которые я хотел потом выложить, но пока еще не завершил, с другими людьми, которым подключил тоже Bionet. Оно еще не закончено, но, надеюсь, результаты тоже будут обнадеживающими. Не только субъективными, но и объективными.
Спасибо. Ну, ведь когда мы говорим о какой-то функции, вот мы в прошлый раз упоминали, что если есть какая-то задача, да, то есть цель какая-то, то нам нужна некая функция, которая позволила достичь этой цели. Да, то есть, и поэтому мы используем те или иные предметы для достижения каких-то целей, как объекты. Да, то есть, и идеальный предмет, у которого как бы самого предмета нет, а функция есть. Вот, в принципе, вот разрабатывая вот эти спецы, мы как раз стремились создать вот такие идеальные вещи, когда функция есть, объекта нет, да, то есть вот у нас сейчас через трансляцию мы можем это делать. И самое важное, чтобы это было естественно выглядело, то есть это не выглядело как насилие, то есть как некая попытка изменения, ну, как бы через слов системы. Поэтому ведь мы говорим о бионете как возможности активировать те структуры, которые есть у человека. У человека есть связи с этим бионетом. Да? То есть биоинтернет, он существует как такой. И если мы им не пользуемся, не значит, что его не существует. Мы не пользуемся, вернее, мы им все равно пользуемся все время. То есть мы же существуем все время в условиях нехватки информации. Это кажется, что ее очень много. Но чтобы вот что-то сделать, пойти куда-то, да, допустим, мы как бы высказываем некие предположения. На основании чего мы их делаем? На основании какой-то информации. Да? То есть, говорят, интуиция сработала. Откуда интуиция взяла эту информацию? Значит, каким-то образом она к нам пришла, и мы можем этим воспользоваться. Да? То есть, вот тут прошлый Бионет платный и бесплатный. То есть, структура Бионет, она бесплатно присоединяется человек к ней, но если он хочет расширить это, ну, как бы на других людей, присоединить их, чтобы ничего им там не говорить, например, своих родственников, которые не хотят, ну, как бы они не то, что не хотят, они не понимают, и поэтому они не хотят. Вот. Непонимание возникает из-за того, что, ну, как бы есть опасения, что это будет некое воздействие, которое не будет неблагоприятным. Система светлицы, система Бионета, она создавалась как бы на основе того, что на основе принципа «не навреди». То есть он там как раз заложен как базовый. С этими системами, этими технологиями невозможно навредить, потому что мы не двигаем систему куда-то, куда мы считаем нужным. Да? То есть мы убираем препятствия, да? То есть как бы создаем условия для того, чтобы система двинулась туда, куда и надо. Чтобы вот этот поток, который есть, он ее просто подхватил, она насильно ему не сопротивлялась. Да? То есть как бы тоже вот конфликты вот эти вот из-за чего возникают. Нет понимания, куда тебе надо двигаться, что тебя должно туда двигать, и всегда появляется вот некая напряженность восприятия. Сказать, что Бионет все убирает, там, что нам не нужно, нельзя. То есть всегда есть что-то, что можно убрать у человека, а что невозможно. Почему? Ну, слишком плотненько все уже настолько упаковалось, настолько затрамбовалось, что очень медленно это можно как бы разгрести, потихонечку как бы будут вот эти вот как бы создаваться условия для прочищения каналов, и будут у нас возникать условия для их работы. Тех каналов, которые так и есть у каждого человека. Вот. Поэтому есть там еще 2 дополнительных платных уровня, когда можно еще 3 человек подключить, можно 10 человек. Это могут быть, например, сотрудники. Да, то есть, потому что у нас часто нам работники говорят, мы бы взяли, допустим, светлицы для своих работников, но как мы им дадим? Надо им что-то объяснить и так далее. Вот. А мы-то понимаем, что это хорошо, но мы же не можем их обеспечить этими изделиями, потому что они могут сопротивляться. Поэтому вот этот 2 уровня, как бы 3 человека, 10 человек можно присоединить. Это для тех, кто, например, хочет своих сотрудников присоединить, например, да, то есть или пациентов. Вот приходит пациент к целителю, ему надо помочь. То есть, ну, целитель что-то сделал, да, то есть какое-то локальное, а дальше-то человек пошел, опять попал в ту же самую среду, и через некоторое время придет с теми же самыми болячками, которые у него были. Значит, надо, чтобы этот эффект был подольше. Тогда вот можно присоединить человека к Бионету, опять же, ничего ему об этом не говоря, и тогда эффект будет значительно дольше вот, восстановления того, что сделал целитель. Как мы будем без ошибок жить, если нам не на чем будет учиться?
Да, то есть как бы, мы должны делать ошибки. Тогда есть возможность роста. Сделал ошибку, увидел, ага, ошибка, неправильно сделал. Ну, да, тогда я, значит, уже буду делать по-другому. Потому что мы здесь все исследователи. Но у нас есть собственный инструмент, это наше тело. То есть его тело наше является вот таким универсальным инструментом. Да? У него есть множество датчиков, у него есть множество разных подсистем, множество всего для того, чтобы можно было в этом мире его изучать. Вот мы его изучаем. Но человек иногда зацикливается, он почему-то начинает считать, что у него другая есть задача. Некая что, маска. Вот человек маску эту одел, и все. Он эту роль, все, только ее выполняет и выполняет. Поэтому мы здесь вот делаем такое маски-шоу. Вот если маски-шоу вы помните, да, то есть вот это вот, посмотрите, если кто не видел, маски выступают. Что? Артисты, которые уже имеют какое-то имя, о них уже все знают. Они специально одевают маску, чтобы их никто не видел, и чтобы как бы начинают с нуля. Чтобы они вот проявляют свои качества, те, которые они хотят проявить, и с удивлением, даже вот члены жюри, которые вроде их уже знали и так далее, вдруг удивляются, как это так. Вот этот человек, мы его знали, и вдруг он раскрывает такие грани своего таланта, о которых мы не подозревали. Поэтому, чтобы раскрыть какие-то грани своего таланта, надо менять маски, надо менять роли, надо играть в разные функциональные игры, чтобы мы могли проявить разные качества. Поэтому может быть конь в пальто, а может быть еще кто-нибудь, ну, например, вот другой конь. Да, вот такой, например, да, то есть такой пегасик, это вот нам Саша подарил, вежи этого коня, да, то есть как бы это другой конь, который, видите, такой грациозный, парящий и так далее. Может быть, это у него крылышков не видно, но тем не менее будем считать, что это пегас. А может быть, единорог, да, то есть как бы другое, еще другое животное, как бы фантастическое. Поэтому мы можем себя отождествить с какими-то вот определенными качествами, которые бы мы хотели проявить. Но мы можем, допустим, это вот в прошлый раз мы этим занимались, да, мы пытались создать какие-то новые качества, которых еще не было. Да, то есть объединяли разные качества сказочных героев из одной сказки в другую сказку и соединяли их вот в другом сочетании. Но теперь давайте попробуем по-другому пойти к этому делу, подойти. С точки зрения системности. Да, то есть, ну вот есть объект, ну, например, конь. Вот он такой. Что у него есть? У него есть подсистема, да, вот есть грива, есть ноги, есть хвост, есть у него там какие-то внутри органы, допустим, у этого коня. Да, то есть есть копыта. У них тоже есть подсистема, да, они из чего-то тоже состоят, там, из клеток, из каких-то прожилок и так далее, и так далее. Да? То есть как бы, можем так идти по подсистемам, разбирая, что из чего состоит. Есть надсистема. Где этот конь? Он где живет? В каком мире? Что его окружает? Вот с точки зрения вот надсистемы, давайте мы сейчас и посмотрим на вот наших с вами славных героев. То есть в каком мире живут ваши герои? Берем опять же какого-нибудь персонажа. Кто хочет попробовать начать? Какого-нибудь своего героя. Лена. Лена. Да, здравствуйте. Давайте я. Да, значит, кто у вас там есть? У меня есть слон. Это кто? Слон Акаши. Слон. Ну хорошо, давайте слон. Ну вот, когда мы говорим про слона, тоже есть, да, вот этот слон, у него есть какие-то качества. Какие у него вот такие вот необычные качества есть у вашего слона? У него большой хобот, вот, и на хоботе у него волшебная пуговица. Вот, и он может, приложив эту пуговицу, тогда включать все устройства, любые. Включать или выключать? Включать. Ну, те, которые, например, не работают, да, то есть он любое устройство может приложить свой хобот, и оно тогда начинает работать. Хорошо. Ну и давайте тогда дальше смотреть шире, да, то есть как бы надсистема.
То есть у него есть подсистема такая, как устройство, которое у него есть для включения, да, то есть как бы включатель. Внимание, включаю. И где это он может применять, да? В каком мире? Это необходимое качество. Ну, это мир, например, там, где что-то запуталось, и в связи с этим выключилось от запутанности. То есть там, где квантовая запутанность присутствует, там это надо Да, да, там, где кванты квантовая запутались, запутанность. их надо распутать, и он как бы такой распутыватель. Да, и как это, гармонизатор. И их включает. Ну хорошо, то есть это мир квантовой запутанности. Да. То есть это, значит, он такой очень маленький слон на самом деле получается. То есть он же на уровне квантов тогда работает. Нет, он как голограмма. Тем более, да, то есть но маленькая голограмма, он может когда на уровне квантов разбираться с этими квантами, да, то есть как бы запутывать, распутывать, включать их, выключать там и так далее. Значит, вот представьте себе, да, то есть тогда вот это мы как бы используем вот, прием вот этот такой стандартный есть, уменьшение. Значит, берем вот этого, да, то есть и фантазийный прием используем уменьшение. Значит, вот у нас есть вот такой слон с удивительным качеством соединителя, распутывателя, который у нас маленький, может вот на уровне квантов на них там собирать, разбирать и так далее. Это, то есть как бы такой вот нано-слон. Поэтому он такой вот в таком мире живет, в квантовом мире. Да? То есть что тогда вокруг него происходит с этими квантами, как он с ними общается? Он с ними общается посредством резонанса. Резонировать. Да. Ну, то есть он может, когда он с ними резонирует, тогда он сможет с ними общаться. Вот, соответственно, если не резонирует, то не может общаться. Ясно. То есть он еще и резонатор. Он, да. То есть если он с ними договаривается, как бы, да, то есть как бы, Да. то есть он с ними вступает в контакт и начинает вибрировать так же, как они. Да. То есть он еще и вибратор. Массажер. Да, понятно. Хорошо. Ну вот, как бы, видите, мы там вот, как бы попробовали сфантазировать мир для вот этого слона, который вот имеет такое удивительное качество соединителя-разъединителя. Да? То есть как бы в этом квантовом мире он умеет себя повести как герой, миротворец уже для квантов. Он может с ними договориться, резонируя с ними, и их, например, соединить или запутать. Да, то есть как бы, и тогда они начинают уже жить как одно целое, эти кванты. То есть они это уже вот не отдельный квант, каждый сам по себе, они живут вместе, потому что у них появилось общее время. Да, то есть поэтому это у нас слон, который может создавать общее время жизни. И вот в этом мире, вот в квантовом мире, вот это время общее, да, одинаковое для всех, они как бы становятся как бы сообществом, квантовым сообществом. Да? То есть получается, что когда квантовое... Ведь что такое квантовое сообщество? Это же сверхтекучесть, сверхпроводимость и так далее. То есть он тогда, значит, вот этот слон у нас может создавать сверхпроводимость, сверхтекучесть вот в мире, в котором он живет. Ну вот, дальше давайте, кто еще у нас со своим героем пофантазируем. Пофантазируем дальше. Чем больше мы нафантазируем, тем у нас наша миротворческая миссия, она же должна быть выполнена. Она невыполнима, но мы ее выполним все равно. Ну что такие вы нерешительные? Дух победы, где у вас дух победы? Значит, ну-ка давайте его проявляйте. Дух победителей. Вот опять же черепашка. Черепашка, хорошо. Да. У которой вот такой магический золотой волшебный ключ. Вот. В каком мире она живет, эта черепашка? Она живет, ну, ее мир, это ее дом, это болото. Да. Болото. И там очень много в болоте живут
много разных сущностей, которые как бы влияют на наш мир своим поведением, своими мыслями. И если вот эти сущности привести, как правильно вот этот слоник нам поможет, привести к общему времени, к общему знаменателю, и они начнут не вредить людям. Обычно там вот водяные какие-то болотные сущности, которые всегда почему-то вредят людям. Если люди попадают в область болота, то с ними происходят очень даже нехорошие какие-то... Да. А почему? Потому что там время стоит. Да, то есть, Да, там стоит время. застой же, ничего не движется, Застой, пока нет. да. Как бы. Но у нее есть, вот мы говорим, золотой ключик, да, то есть в этом мире. То есть Да. она может что делать? Открыть ворота куда-то в другой мир, где время движется нормально. И создаться в этом болоте. Приоткрыть дверь, и пошел поток. И пошел поток. Да, и почистить это болото, сделать его прозрачным, Чисто. ну, типа, как озеро. Угу. То есть это мир, получается, это водяной мир, да, то есть с одной стороны. Да. Но мир водяной, который может вот меняться с помощью вот этой черепашки в сторону увеличения скорости потока времени или уменьшения скорости потока времени, да, то есть как бы мы можем его двигать время быстрее, может быть медленнее. Ну, то есть она тогда, получается, выступает в роли кого? В роли... Миротворцы. Да, то есть она как бы творит мир, может, она тогда открывает дверь, соединяет это с другим миром, да, то есть как бы через что? То есть она как бы соединяет с помощью этого ключика разные миры в какую-то одну систему, ну, и перестраивает системы, да, то есть если мы там, слоник у нас как бы в микромире это делал, на уровне квантов, да, то есть как бы, то здесь уже черепаха выступает в роли такого макро предъявителя. Да, то есть как бы она уже живет в мире другого класса. Она хоть и среди водных систем, но уже, причем эти водные системы могут быть объединены из разных миров, с разными сущностями. Да, то есть как бы, и они где-то там, и они почему вредные? Ну, потому что им плохо было. Им плохо, да. Потому что одно и то же постоянно, каждый день. Они Время видят, стоит, да, время ничего не стоит. происходит. Да. Тут черепаха им открыла, говорит, ну-ка вот смотрите, какой театр тут. И это такую роль им разыграла, что они стали совсем другие роли играть. Да. То есть опять же это у нас черепаха, открыватель миров театрального класса. Да. И она обучает театральному искусству. Да. И рисует картины. Уже приехала из Екатеринбурга черепаха или нет? 10-го приезжает, завтра. Да. Понятно. Ну, привет ей передавайте. Тогда. Цветы, которые она мне оставила, вот они зацветают. То есть они ее встречают. Отлично. Да. Там просто у нас есть такая знакомая, которая живет с Тамарой в одном доме, у которой есть кличка Черепаха. А в этом доме же есть агентство, которое называется «Золотой ключик». Да. Агентство недвижимости. Да, кстати. Такие вот бывают совпадения. Ну что, давайте еще какой-нибудь мир рассмотрим. Какие есть еще миры вот для ваших объектов. У кого какой ваш персонаж? То есть, видите, но здесь еще, смотрите, мы в этом мире, в котором мы сейчас его рассматриваем, этот мир для нас, мы как бы в него погружаемся. Да, то есть, потому что мы отождествляем себя с этим персонажем, да, то есть как бы мы выходим за рамки тех привычных как бы ограничителей, которые у нас есть. И мы можем, вот, фантазируя вот то, что мы можем нафантазировать, тем самым начать в своей жизни
ну, как бы выходить за пределы вот тех проблем, которые у нас есть. То есть это же как бы я вам про практику. То есть мы же не просто так сейчас фантазируем, мы пытаемся выйти за рамки тех ограничений, которые каждый имеет. Они есть у каждого. То есть у любого человека есть ограничители, которые он сам себе поставил. Как из них выходить? Как выйти на другой уровень дохода, например? Мы все говорим про финансовую часть с помощью энергии времени. Как энергию времени привлечь, чтобы энергия денег стала больше? Да, то есть, но тогда надо и роль другую играть. Потому что в той роли, в которой вы играете, их вот такое количество, их тут нету больше. Значит, если мы выходим за пределы роли, ну вот тогда давайте поиграем. Кто хочет там увеличить свои доходы, давайте играть. У нас же сейчас структура вот энергии времени здесь присоединена, мы с ней взаимодействуем. Мы энергию времени добавляем, да, как бы вот в это действие. Как оно прошло, погружение. Кто что видел? Окей. Добрый день, можно мне? Да, давайте. Ну, я не знаю, у меня такие ассоциации. Ну, я живу в Казахстане. Я вот вчера только приехала, в поезде ехала, и у нас степи. А сейчас зеленые степи. И кроме степей, зелени у нас расцвели тюльпаны. Степь красная, зелено-красная. И сейчас в этом погружении я увидела коня. Вот он скачет на этом коне, и как бы под копытами, как бы как золотой песок, золотая пыль, что ли. И вот он, вот две музыки, и я видела вот этого коня, как он скачет по этой степи, и запах полыни, запах травы, запах этих же тюльпанов, вот он как он скакал. И потом во втором отделении уже увидела, как будто бы он взмывается ввысь, вот, как голубое небо, и вот эта вот сама степь уже как бы отдалялась, по моему зрению, как будто он ввысь. И самое главное, что конь цвета, знаете, светло такой, кофе с молоком, ближе к такому золотому цвету. И прямо из-под копыт вот это вот золотистое, вот что-то такое золотом было, как россыпь золота. Хорошо. Спасибо. Все-таки, значит, у нас какие-то миры мы посетили, какие-то сотворили, значит, какую-то миротворческую деятельность мы все-таки сегодня сделали. Вот, будем надеяться, что это проявится и в вашей жизни, и проявится в жизни нашей Земли, с тем, чтобы люди жили дружно, чтобы ничего не мешало нам творить, жить счастливой жизнью и наблюдать различные интересные свои собственные состояния и состояния любви к другим людям. Еще раз всех с праздником. Желаю все-таки мирного неба над головой, чтобы у нас все равно все было хорошо у всех. И вот это состояние спокойствия и радости, оно чтобы было, присутствовало всегда. Даже если где-то что-то где-то загромыхало, там что-то вдалеке, но это вот локально, и скоро все пройдет. Мы не переживаем по этому поводу и занимаемся, продолжаем творить новые миры. Нету, да? Ну хорошо. Тогда до новых встреч.